Братан, да у нас пол России так ездит. Ты чё? У Данила опять проблемы. Электростартер не работает. Давай. Под ножкой ничего не происходит. Да, он должен быть впереди. Давай быстрее, Дань. Ты уже пропустил свою очередь. Второй гоночный день, утро. Сегодня ребятам предстоит горный участок. Сейчас все участники готовятся к выезду на старт. В поддоке уже собрались. Посмотрите, какая большая, огромная толпа мотоциклистов. Сегодня ребятам предстоит проехать порядка 43 километров. Трасса по горному участку. Нужно взять 8 контрольных точек, из которых 6 на трассе и 2 это старт и финиш. Вчера удалось пилотам команды Шерки финишировать на первых и вторых местах. Янг был первый, Марио Роман второй, Трэвис третий за ними. Пытаются угнаться, поэтому сегодня они стартуют первыми. Из наших российских ребят вчера вырвался в лидирующую позицию Миша Гаврилов. За ним Миша смог быть 14-м. За ним, если по старшинству вот среди российских и белорусских ребят выстраивать эти таблицы, то был Артем Кунцевич, он приехал 17-м. И следующий Ядов Андрей. Вот это наша такая тройка. Они сегодня стартуют в лидерах. Первые, так скажем, первых 50. Поэтому посмотрим дальше, кто из них каким сможет приехать на финиш. Мы будем на финише работать и все эти моменты будем снимать и рассказывать. Трек этого дня был очень непростым. С самого начала начались камни и закончились они только на финише. Вроде бы несложно, но когда это больше 2 часов, с какой бы подвеской ты ни ехал и как бы ты не был подготовлен, ты начинаешь уставать. А с усталостью, сами знаете, приходят ошибки. Когда мы находились на треке, у меня была только одна мысль, как в этих условиях едут парни из Авантис на своих колах. Но, встречая их на треке, они абсолютно не отличались какой-то ущербностью или еще что-то. Они ехали в серединке так же легко, как в принципе и остальные участники. Олег, привет! Как настрой, боевой? Ой, конечно, не всегда боевой. Всегда, каждый день это боевой настрой. У тебя 30 секунд примерно до старта, да, ну или где-то минута. Как ты подготовился? Успел выспаться? Я успел выспаться, небольшая травма после финиша, синенькая вот эта ручка и палец. Ну и это не мешает, если у тебя есть нормальные железные вот такие штучки и нервы. Будет все нормально, ребята, не беспокойтесь. У Данила опять проблемы, закусила кикстартер, и он его камнем выбивает, не может, не может никак выбить. Данил, почему у тебя нет стартера? Аккумулятор умер, и что-то уже месяца 2 его никак мне не привезли. 2 месяца не могут привезти Даниле аккумулятор. Слушайте, ну очередное будет, наверное, такой бомба в комментариях, что же так, почему так. Avantis Racing камнем чинит бетту. Да, но даже не знаю, и никак не удается. Уже все, вот смотрите, уже очередь на старт.
должен быть вот там уже впереди Данила, но никак ничего не получается, не происходит. Конструкцию из камней выстроили и пытаются решить проблему, почему столько на него сваливается. И вот сейчас, казалось было, уже починили сцепление, поменяли колесо, поставили новый мус. Все в порядке. И представляете, вот буквально прям на наших глазах, один раз заведя мотоцикл, вот случилось то, чего уже мы 10 минут не можем никак решить. Вот пришли уже ребята из Эндуро Горький, пытаются помочь. Уже здесь целая делегация вокруг Дани образовывается. Я, честно говоря, впервые вижу такую проблему и, честно говоря, даже не представлял, что она возможна. Вот Даня уже принес наконец-то камень побольше. Камень ломается, разлетается напополам, но с подножкой ничего не происходит. Нужно бежать за монтажкой, видимо. Надо быстрее, потому что у Дани уже старт. Прям вот все, кажется, пошло дело, вышло. Наконец-то, все. Решена. Давай, Дань, быстрее, потому что у тебя уже старт. И вот с такими вот проблемами, без аккумулятора, фактически без стартера, Даня отправляется на старт. Что? 13-й, он должен быть выше, нет? Быстрее, быстрее, Данил говорит, да, нужно поехать. Да, он должен быть впереди. Давай быстрее, Дань. Ты уже пропустил свою очередь. Все, говорит, гоп. Данил, удачи. Увидимся на финише, надеюсь. Ой, ребята, я вам хочу сказать. Это действительно... Я не знаю, что это. Пару слов про Шлемахебу. Они очень популярны в Европе, в них ездят про-спортсмены, Полтарас, Тревис, Тизда и прочее. В России они появились совсем недавно и уже стали популярны из-за цены, качества, а главное веса. Топовый карбоновый шлем весит всего 900 грамм, а стоит 30 тысяч рублей всего-то. По промокоду, кстати, парни, все в Эндуро дарим вам скидку на этот шлем. Ссылка на сайт Хебу оставляем в описании. Продолжаем смотреть интересные видео все в Эндуро. Хан, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, что сегодня за день, что ждет участников? Мы сейчас на высоте сколько? Порядка 2000 метров? Порядка пока 1400, но они будут поднимать около 2000 во время гонка. А сегодня название гонка Sky Race, получается по-русски небо, гонка на небо. Гонка над небом или в облаках, да, так скажем? Да, вот покажи облака тоже. Там. Да, вот облака, мы как раз прямо вот в них уже еще чуть-чуть ребятам подняться, и они окажутся там в тумане, в облаках. Поэтому я с курткой сейчас. Со всего мира приехали друзья, соратники, родственники. Например, у делегации из Грузии были все. Мамы, папы, дети, жены. Ребят с Венесуэлы поддерживали дети, жены, бегая за ними прям постоянно по треку. Русские парни, как обычно, по-скромному поддерживали не только в Инстаграм, но и целые делегации с Эндуро Урал, да и, в общем-то, не только. Расстояние, высота, сложность рельефа для них была не проблема. Всегда русский флаг и активные комментарии с дивана.
Возле каждой точки здесь маленькие пикники. И обычно всегда доминируют наши русские пацаны на таких пикниках. Самое интересное, знаете, это послушать их комментарии, как они комментируют гонку. Сейчас попробую тихонечко записать, чтобы вы послушали. Давай, кто-то едет! Ой, ты ну чё? Куда в объезд пошли? Давай! Это наша школа! Иди домой! Иди! Не порти склон! Иди к жене! Ёп ты еще и ёп! Тихо, гонка пошла, ребята. Сегодня мы сейчас в Украине. Мистер Грэм Джарвис в Татарстане. На регистрации гонки Red Bull Romania. Мы приехали в Стамбул и мы начинаем. В этом году мы объехали 20 стран, переночевали в 35 городах, сняли для вас более 50 выпусков и приглашаем вас на свой день рождения в Геленджик вместе. Привет, парни, я Марио Роман, заводской райдер Шерки. Я приеду на день рождения в Сев Эндуро. Это будет первый раз в России. Мы будем делать крутой мастер-класс и праздновать день рождения в Сев Эндуро вместе. Мы объехали почти весь мир, чтобы собрать лучших на свой день рождения для тебя. В течение 5 дней тебя будут учить ездить на мотоцикле Марио Роман, Валерио Пастарино, Артем Кунцевич, Александр Лужин, Данила Черняев, Александр Фролов и Михаил Гаврилов. Поаплодируем все вместе! 3 группы – новички, среднячки и профи. И есть прокатная техника. 5 незабываемых дней в Геленджике. Финишный створ второго гоночного дня. Сейчас уже здесь зрители начинают собираться, занимают места для того, чтобы смотреть, кто же приедет первый. И действительно, это интрига. Напомню, что райдеры Шерки ушли первыми сегодня. Янг первый, второй за ним Роман. И вот самая главная интрига, сможет ли Роман обогнать Янга. Мы посмотрим, кто первый приедет. А из наших российских участников удивительным образом Михаил, от него никто не ждал, на него ставку не делали. Но он смог обогнать Кунцевича вчера. И сегодня уехал раньше, примерно на 3-4 позиции впереди он, то есть с разрывом, ну, примерно там минута. И в итоге мы посмотрим, кто же здесь на финише окажется сегодня первый. Доедут ли они вообще до этого золотого створа, будет ли это Михаил, будет ли это Кунцевич или Ядов, который третьим преследует его. Ну и, конечно же, мы ждем Данилу Черняева. Мы видели, с какими проблемами он уезжал на этот гоночный день. И сможет ли он добраться. Сейчас больше всего беспокоит, что он будет делать, если случится также у него закусит этот кикстартер прямо во время гонки где-нибудь, где ему придется заводиться. Это действительно очень сложно. Мы видели, что мы там втроем, вчетвером не могли справиться.
сегодня хороший темп взял. Догнал впереди двух едущих. Догнал Мишу, и вот обломал где-то в середине тормоз лапку. И все, и начались ошибки, не мог дотормаживаться задним тормозом. Начались падения, усталость и так далее. То есть, ну, более-менее до финиша добрался. Правда, сил потратил. Без тормоза очень много, но тем не менее все нормально. Да, ехалось хорошо. У меня второй день всегда идет лучше, чем первый. Я уже вкатанный после первого дня. Но по треку хочу сказать, что сегодня был трек сложнее. Больше работали сегодня, больше камней, больше валунов было, больше подъемов. Трек на 90% был именно рабочий сегодня. Приходилось все время в стойке ехать, работать, отрабатывать камни, перекладки, спуски. Ну, раза в 2 сложнее, чем вчера. Вот появился Данила Черняев. Он уже здесь, и знаете, это далеко не 40 с лишним позиция. Он очень много отыграл. Залетел, заехал, все, он уже наверху, никаких проблем не испытывал. Посмотрите, как ему кричат, и аплодируют, и радуются. У тебя снова разбортировалось колесо? Да, просто разбортировалось. Мусс вылез. Да, и ребята из Эндуро Горького минут через... Я на дорогу выкатил, и уже думаю, ну все, приехал. И ребята едут внезапно из Эндуро Горького. И вот Ё-моё. и они мне чик-чик сделали. Монтажками заправили обратно, Да. и ты снова помчался, и вот снова смог. с собой мне Да, дали. да, еще с собой монтажки дали. Ты, выкатив мотик на дорогу, забортировав обратно колесо, добавив себе веса в рюкзак в виде 2 монтажек, все равно смог обогнать еще 20 человек и финишировав. Я думаю, что сейчас у тебя будет позиция явно выше 50-й в итоговой таблице. Если бы этих проблем не было, оцени, куда бы ты заехал. Догнал бы просто Кунцевича, обогнал бы его, Гаврилова. Не, Кунцевич, Горелов вряд ли, они там где-то вообще впереди стартовали. Ну, просто на камере можно посмотреть, там вычесть минут, наверное, 10, сколько я там, бортиров 15. Таких проблем, как на старте с кикстартером, были у тебя в гонке? Нет. Больше не было. А ты заводил еще мотоцикл много Да, раз? но я аккуратненько, чтобы не до конца его продавливал, чтобы аккуратненько. Данил, мы, знаешь, уже все, ты прям многострадальный какой-то у тебя эта гонка, мотоцикл испытывает тебя, твои силы. Ну что, станешь сильнее, я надеюсь, после этого, еще сильнее. Мы желаем тебе в следующем дне, завтрашнем, без проблем финишировать, чтобы мотоцикл тебя больше не подводил, никаких испытаний у тебя не было, ну и чтобы ты вырвался в лидирующей позиции. Спасибо. Мировая гонка не прощает халатного отношения. Мировая гонка не прощает необслуженную технику или неподготовленную экипировку. Технический вид спорта – это не только умение хорошо ездить, но и умение самоорганизации. Данила Черняев отличный гонщик, но крайне неорганизованный спортсмен. Покрышка у него есть, но он ее просто не поставил. Проблемы с сцеплением у него были и до того, как он попал в Турцию, но он их не решал. А мотоботы он просто не забрал. Забыл, приехал, потом обед. В общем, все это можно назвать одним русским словом. Даня прекрасно знал еще в феврале, куда он едет, и в последний момент начал готовиться к гонке. Он понимал, что едет с проблемами и неподготовленный, а мировая гонка такого просто не прощает, и это факт. Попал он, кстати, на гонку физически благодаря Владимиру Брауну, который в крайний момент его взял в машину. Добирались они, кстати, с большими проблемами и сложностями. По-дружески его обслуживал Эндуро Горький, у которого были помимо Дани еще 15 мотоциклов, которые, кстати, заранее договорились. Много мелочей, которые из-за несерьезной подготовки и без опыта вылезли в последний момент. Человек так устроен.
что всегда ищет виноватого, но почему-то обижается на то, что когда ему говорят, что ошибка в тебе. Итак, что же творится с нашими райдерами и вообще что такое происходит? Можно назвать это невезением, можно назвать это неправильной подготовкой, потому что это технический вид спорта. Можно это назвать, в принципе, как, я не знаю, карма, обстоятельства, но так или иначе, парни, у нас все хреново. Дело в том, что, честно, мы искренне думали, надеялись на то, что мы будем в десятке хотя бы, что Данила Черняев выскочит, всех порвет, разорвет. Но, к сожалению, этого ничего не случилось и, видимо, и не случится. Мы кое-как доезжаем до финиша, наши парни стараются, максимум выкладываются, но не получается. Довольно сильные соперники, и все это, знаете, накладывается друг на друга. У Дани постоянно какие-то проблемы и сложности с мотоциклом, ему уже помогает абсолютно вся Россия, все парни подключились, парни из Мото-50 присылают ему запчасти. Кто-то везет их, эти запчасти специально сюда, в Турцию. В общем, целая, знаете, это самое, как в том анекдоте, целая цепочка событий, которые мы, к сожалению, максимально как-то пытаемся решить, но не всегда это получается, и это все давит психологически, это все напрягает, и обстановка, конечно, в лагере, она не всегда такая, знаете, это самое, не всегда приятная, потому что хочется как-то про победы, а здесь получается, что не всегда они есть. Ну а мы, ребята, заканчиваем сегодняшний репортаж. Спасибо большое, что смотрите. И ждем финального дня, когда вот гонка, как сказал Ильхан, превратится по-настоящему в Sea to Sky. От пляжа, от моря до неба. И вот завтра как раз все решится.